Всем доброй ночи, друзья мои. Я показываю свой колдовской храм. Это самая малая часть, которую я выставила и показываю вам. Сейчас я показываю, точнее, не храм, а то, что творится в моем храме каждый день. А чуть позже я сниму ролик, подробно объясню о атрибутах магии, о каждом атрибуте, для чего они применяются, с какой целью и прочее. Это самая малая коллекция, которая у меня здесь выставлена. Конечно, это даже 10-я часть, наверное, не составляет 10-ю часть того, что у меня есть. Я хочу, чтобы вы увидели, что есть духи, что есть потусторонние силы. Я думаю, что у вас со зрением все в порядке, все хорошо. Вы все видите, сколько их здесь. Посмотрите. Это знаете, как называется? Называется вальс сущности или вальс духов. Наверное, я так и назову свой ролик, чтобы вы сразу поняли, о чем речь. Вот этот ролик я, наверное, не удалю из телефона, потому что я очищаю обычно память, чтобы место было. Но это, я думаю, что не сниму, то есть не уберу, потому что это уникальные съемки, которые мало где можно увидеть. Если только в таких местах колдовских. Это столик, который я приобрела специально для фортуны. Над ним лесной дух. Он как бы и подсвечник, и для благовоний. Но в основном я этот столик приобрела для фортуны. Вообще для определенных ритуалов, связанных с духами, сущностями, с богами. Друзья мои, наша жизнь – это преданность профессии. Это преданность до такой степени, до фанатичности, до сумасшествия, до такой любви. Поэтому, видимо, духи нас любят, ценят, одаривают. Смотрите, сколько именно атрибутов. Люди покупали себе золото, дома, квартиры. Я покупала атрибуты. Да, они не нужны никому, честно говоря. Имеется в виду, что это не материальная ценность для кого-либо составляет. Это такой специфический товар, это определенные вещи, которые не всем нужны, не все их оценят, поэтому они ценности для общей массы не представляют, но для нас, занимающихся магией, они бесценны. Они служат нам. Друзья мои, если вы берете мои заговоры, мои ритуалы, мне недавно задали вопрос, а вы не думаете, что ваши враги, но у меня нет врагов, я уже говорила, врагами, чтобы считаться моими, надо мне быть ровнее в моем мастерстве, ремесле. Может, как человек, может, богаче меня, красивее меня, но в ремесле нужно быть равнее мне или... Но кто мне ровен, я с ними дружу, не враждую. Так вот, мне сказали, а вы не думаете, что ваши ритуалы возьмут и используют против вас? Вы знаете, невозможно, чтобы мои ритуалы сработали, как хорошие, так и черные ритуалы для тех людей, которые меня не любят и не уважают. Они сработают только у того человека, который любит меня, который ко мне относится хорошо. Вот у тех людей сработает. Те люди мне порчу делать точно не захотят, и не нужно им это. А в хорошем смысле, конечно, сработают. Все сработает. Сейчас активность такая проявляется. Почему? Потому что я приготовила алтарь. Как вы понимаете, они очень активны, они слетаются. Теперь смотрите, сколько миллионов их здесь, друзья мои. Я дала зарок своим духам, своим богам, что когда-нибудь, когда у меня будет такая возможность, я надеюсь, что в скором времени я перевезу все свои вещи в свой дом. Мне иногда, как подумается об этом, мне дурно становится, как я это все перевезу так, чтобы они не сломались, не разбились, конечно. Так вот, когда я обещала своим духам, богам, своим покровителям, что когда-нибудь, когда у меня появится возможность в этой жизни, я все это перенесу в храм богов, древних богов, которые я очень хочу когда-нибудь создать. Я вообще хочу
когда-нибудь создать храм Фортуны. Она моя покровительница, я ей очень благодарна. Эта сила, это божество мне помогало просто выживать, когда я была в самых таких ужасных, жутких состояниях в своей жизни, когда я боролась за свою жизнь, когда мне казалось, что пути уже не будет обратной и что все пропало. Она мне притягивала руку помощи. Я ей очень благодарна. Я всегда ей говорю каждое утро, вечер, ночь. Я говорю спасибо тебе. Ты мне не просто покровительница, ты мне друг. Ты моя мать. Я ее так и называю. И я создала ее, воссоздала ее культ, правильно будет, воссоздала. И люди, которые начали обращаться к ней, у них в жизни появилось много удачи. Я хочу когда-нибудь создать ее храм, чтобы приходили туда, просили ее, и все мечты человека, все мечты, которые не противоречат другим интересам, которые неприступны, которые чистые, человечные, обычные, достойные, чтобы они сбывались у людей, потому что это та богиня, которая слышит. Я настоятельно вам говорю и прошу, часто к ней обращайтесь, не довольствуйтесь тем, что один раз вы получили желаемое и все. Часто, очень часто к ней обращайтесь. Пусть она будет в вашей жизни, пусть она присутствует. Чем больше она будет присутствовать в вашей жизни, тем более фартовый, удачливый человек вы будете. Понимаете? Друзья мои, я при свете, во втором ролике, конечно, объясню функции всех этих атрибутов. Сейчас я просто хочу, чтобы вы насладились вот этим танцем душ, вот этим фейерверком, который здесь происходит. Не каждому человеку удается это не просто заснять, не каждому человеку удается их вызвать, и не каждого человека они слушаются и приходят. Это касаемо как и людей просто сильных энергетически, так и практиков. Вот этот фейерверк духов, он, знаете, такой необычный, необъяснимый, и, честно говоря, я не могу вам сказать, почему так происходит, кто они. Я могу предположить только, что они активизируются, когда появляется энергия. Энергия в комнате, и вот они приходят на помощь. Они приходят, чтобы услышать, чтобы сделать то, что им приказано, сказано. Еще приходят охранять, усиливать эту работу и прочее. Вот именно с помощью вот этих сил, которые вы не видите, но камера, объектив снимает, с помощью этих сил и творятся ритуалы, с помощью этих сил и происходят перемены, с помощью этих сил и творятся и как добрые, так и злое, смотря по обстоятельствам, что хочется сделать, да? Вот смотрите на них, это и есть те силы, которые ведьмы, колдуны вызывают, и у них просят либо навредить, либо помочь, либо забрать болезнь. Это сущности. И здесь очень много. И если вы их видите, да, естественно, вы понимаете, что они питаются энергией. Они питаются и моей энергией, они питаются энергией всех окружающих. Но они не особо берут, скажем так. Если мы немножко слабеем, устаем, болеем, конечно, их бывает, они более ненасытные, у нас жрут энергетику. А в основном мы от этого не страдаем, мы пополняемся энергией. Дорогие друзья, я пока просто прохожу по алтарю, показываю вам определенные атрибуты. Я уже сказала, что подробнее я расскажу в другом ролике. Вот это черное зеркало. Видите? У меня несколько таких зеркал. Некоторые из них куплены мной, некоторые подарены, некоторые по заказу сделанные. В любом случае, это очень опасные атрибуты, они тянут силу. Вот это агат. Сова из агата. Есть волк, есть священные древа, разные они. Это особые звуки, они вызывают духов. Это вообще как для горлового пения есть для шаманского пения, это шаманское. Свирель, призыв духов. Здесь Африка, там. Вот. Здесь Латинская Америка, это вуду в основном. Это трава. Не буду называть, не нужно знать. Это у нас анаконда.
Ой, анаконда у меня там лежит, извиняюсь, это питон. Анаконда у меня лежит там. Я не все достаю, потому что, ну, все-таки неохота это все, как бы, знаете. Так, баран, росомаха, волчица. Волчица, и волчице много лет. Она шаманская волчица. Мне передали люди. Мне передали, это как бы было передано их семье, потом передано мне. Ну, в общем, это шаманская волчица. Есть еще много чего, о чем вы знать не должны, и вам это не нужно. Естественно, это шаманская сумка. Это... ой, ну все. Паук. Вылетело все с головы. Это мне подарили в магазине, когда я ехала за очередной покупкой. Девочки мне подарили паука. Как вот человеку, который постоянному покупателю. Этот кто-то мелкает, тут ходит. Вот видите, длинная какая-то тень. Для вызова духов у меня их несколько, естественно. Одним только не довольствуюсь, понятное дело. Показываю вам, значит, мантию. У меня еще одна есть такая темно-сиреневая и фиолетовая. Это черная мантия, это черный атлас. Вы знаете, дело в том, что она в основном мантия нужна для особых случаев, когда нужно закрыться с головы до ног, для таких ритуалов, когда нельзя показывать как бы тело, нужно полностью окутываться. А так в основном, ну, для таких дел, чтобы сказать, что мы прямо аж надеваем мантию, кому-то что-то хотим показать, чтобы они удивились. Нет, я практически несколько раз его надевала на Вальпургиевую ночь, когда делала ритуалы, еще несколько таких. Один из них был шабаш, ну, о котором говорить не надо. Итак, сосуды в магии представляют, скажем так, определенную важность, потому что в сосудах хранились там разные там зелья, иногда яды хранились в древние времена, потому что яды не для того, чтобы отравить, потому что определенное количество ядов иногда излечивало людей. Здесь розовая вода с благовониями, вот. Но иногда для ритуалов нужен сосуд, чтобы, переливая, говорить. Я уже говорила, что магия – это догма, да, догмат. Как вот протекает вода, так, чтобы протекало то-то, это, смывало с меня это, то. И для этого нужны именно определенные сосуды, которыми можно пользоваться для таких вот случаев. Это у нас кукла и вуду. Если кому интересно африканское колдовство, ступка. Ступок несколько есть. Это каменная, есть еще стеклянная, есть железная, есть еще что-то. Так, котел чугунный, очень тяжелый, очень дорогой. Это мне подарили. Практически вот с каждой работы я беру определенную атрибутику, определенный атрибут. Почему? Как дань духам. Никогда не нужно жалеть для духов жертв. Никогда не нужно жалеть, покупать для магии. Люди, которые жалеют в нужный момент, в тяжелый момент их жизни, их творчества, их вот каких-то там таких моментов, когда нужна помощь и поддержка сил, силы отвернуться не помогут, потому что человек жалел на них, а они будут жалеть для него. Понимаете? Ворон и филин, они тоже используются в ритуалах. Друзья мои, все эти предметы, которые вы видите, ну, кроме, скажем так, красиво оформленных вещей, я сейчас говорю не о красиво оформленных, скажем, таких статуэтках и прочее. Я говорю об атрибутах, которые были у всех древних ведьм, у всех древних колдунов, которыми они пользовались и которые были обязательны в магии. Так вот, у всех людей силы, скажем так, вот это все носило живую энергию, живую энергетику. Из искусственно бутафорско сделанных вещей не идет энергия. Естественно, они мертвые, они безжизненные. То есть от них
толку никакого. Есть, например, бутафорские черепа, есть бутафорские там какие-то. То есть изображает, да, схожесть с чем-то. Они, может, и красиво смотрятся, но в них нету силы, и в них их использовать в ритуалах не стоит, потому что каждая живая часть планеты носит носитель энергии. Она из определенных молекул, она определенным образом рождена, определенным образом умерщвлена или умерла своей смертью. В любом случае, носитель определенной энергии. И без этого просто-напросто нету смысла вообще как бы трогать магию, трогать ритуальную магию и часть ритуальной магии, потому что не получится. Так, здесь показываю, это шкуры белок, зимние белки. Они зимой такие. Вот. Они тоже нужны для определенных ритуалов. Я не буду все говорить и называть, но я думаю, что этого достаточно, все, что я вам показала. И этого достаточно, чтобы понять, что это означает, да, насколько это важные вещи. Итак, показываю Африка. Вот ей... В общем, она сделана в 1815 году. Посчитайте, сколько ей лет. Это куплено у племен или отобрано, ну, говорят, куплено. Но что-то не чувствуете, что она куплена. Я думаю, что племена навряд ли бы продали свое божество. Согласны? Это мои боги. Я их приветствую, благодарю за все. Потому что они всегда со мной, всегда рядом, всегда готовы мне помочь. И я это ценю. И очень им благодарна. Для книг. Вот. Для того, чтобы легко было как бы зачитать заговор во время ритуалов, чтобы ничего нас не отвлекало. Африка. Это мужское начало. Тоже старое. Правда, он сделан в 1805 году или 1806, не помню. Вот. Он более старший, скажем так. Итак. Стало тепло, рука. Жезл деревянный, есть и другой. Это кованые. Я пользуюсь в основном коваными ножами. Почему? Потому что в них сила кузнецов. Вот. Хотя это тоже красиво, нефритовое все это сделано. Но кованый нож, он, конечно, особенный. Метла маленькая, которая тоже используется для очистки пространства, себя, для того, чтобы с себя сбить вот эту энергетику вниз, вверх, по-разному. То есть крутить против часовой, по часовой стрелке. Так, таким образом. Ну, что я могу вам сказать, друзья мои? Вот это все, вот эта энергия, вот этот танец духов, вот это движение сущности, это все говорит о том, что любой дом, где я поселюсь и буду жить, можно назвать храмом богов, потому что это соответствует правде, потому что это является храмом богов, потому что здесь особая энергия, особая атмосфера, которая царит, ну, не везде. Кроме того, простому человеку в такой атмосфере жить, ну, очень тяжело будет. Практически невозможно. Для того, чтобы твоя энергия выдержала такие атрибуты, такие сильные вещи и смогла выжить, жить и существовать, еще и выглядеть неплохо, да, для этого нужно обладать определенной силой. Но не каждый человек способен на это. То есть не каждому человеку дано противостоять и суметь выжить и жить вот в этой атмосфере, в этой обстановке. Но у нас, я уже говорила, что у колдунов и у ведьм энергетика мертвых. То же самое можно сказать и о знахаре, хотя они более, ну, целительством тоже любят заниматься, но большая часть именно связь с потусторонним миром. Связь с потусторонним миром обусловлена не только вот этими летающими шариками, и вообще движением. Здесь очень все живое, понимаете, здесь, как бы вам сказать, это не просто музей мой частный. Здесь все говорит о таинственном. Здесь все дышит
магией, здесь все дышит силой, здесь все из-за постоянных ритуалов пропитано энергией настолько, что никуда не деться. Любой человек, который без моего разрешения ведомо возьмет, тронет их, любой человек, который после того, как я перееду в свой дом, придет сюда жить, конечно, ему будет тяжко. Я постараюсь, как нормально, адекватный человек, уходя отсюда, почистить всю эту атмосферу, как бы как можно больше с собой забрать и меньше здесь оставить, но боюсь, что уже здесь, понимаете, эта квартира, она какая-то необычная. Хотя она, не сказать, что там с евроремонтом, там все распрекрасно и прочее. Я уже говорила, что в чужом доме я не буду делать ничего такого, что мне не нужно. Но в любом случае, эта квартира, она какая-то была особенная. Здесь не могли жить люди, никто не мог. Но вот я пришла, и меня уже столько лет эта местность не отпускает. Вообще вот рядом кладбище находится, парк, в котором фотографии все время проявляются сущностями. Это означает, что они сами меня перетянули сюда, понимаете? Эти силы сами меня привели сюда для того, чтобы... Вот, значит, вот моя энергия просто совпадает с энергией этой местности. Именно поэтому здесь я себя чувствую как рыба в воде. И именно поэтому недалеко отсюда я и поселюсь, собственно говоря, чтобы эта вся местность, это все, вся эта энергия не ушла от меня далеко. И я от нее, чтобы не ушла далеко. Ну, мои атрибуты вы видели, конечно. Вот. Это мое драконье царство. Здесь просто нет уже как бы мест так ставить. И все я в одну кучу свалила, поставила. Хотя время от времени тут расставляю по разным местам, потом после ритуалов неохота снова это все открывать, закрывать. Естественно, как есть, так и пихаю и закрываю. Это у меня силы смерти. Это мой любимый уголок, как ни странно звучит. Поскольку вы это уже видели, я не буду еще раз вам показывать, смысла не вижу. Я думаю, что вы и так уже знакомы с моими богами, силами, духами. Вот фейерверк там немножко тихий стал. Но внизу он опять разбушевался. Потому что я чувствую их, что они есть. Столик, который я, собственно, хотела уже сколько дней звонила, то так, то сяк. В конце концов поехала, привезла сегодня. Проторчала в этих пробках часа 3. Но я привезла, сделала столик лесных духов. Красиво очень, необычно, правда? Мне кажется, что моим богам вот понравится этот алтарь особый. Понимаете как? Когда у вас нет алтаря, именно вот как бы отдельно для этого, да, ну столик, он для использования. Хотя я говорю, что все вообще колдуны, все ведьмы старались, чтобы у них столы были круглые. Это символично. Круг земли, все по кругу. Знаете, деньги по кругу, иди вернись, люди идите по кругу, камни и так далее. То есть вот круг, он символично. И не просто так круг любили. Кроме того, круглый стол говорил о равенстве, потому что не было последних, не было первых. Это мне смс-ки. Вот я не отключила интернет, поэтому так. И он имел символическое значение. Если помните, круглый стол короля Артура и прочее. Я немножко медленно говорю, во-первых, уставшая. Но поскольку я обещала сегодня девочкам, они меня просили, я сказала, что я сниму сегодня и покажу им это все. Но кроме того, что я уставшая, здесь еще видите, какая сила. Очень такая, как в аквариуме. То есть концентрация энергии огромная, поэтому, естественно, меня пошатывает. Вы меня не видели после ритуалов. Я чаще всего снимаю и говорю за экраном, знаете, потому что любой нормальный практик, который действительно практик, да, не просто так, знает, что после ритуалов мы выпитые, мы очень уставшие. У нас круги под глазами, у нас желтый цвет лица, у нас усталый вид, впалые глаза, краснеют глаза иногда. Иногда брови, просто веки обвисают и так далее. Естественно, не хочется в таком усталом виде, уставшем состоянии вам показываться. Естественно, что легче всего показывается каждый день, когда ты нифига не делаешь. Конечно, можно и показаться, и
там спокойно, да, это все перенести. Но когда ты снимаешь с человека смерть, когда ты снимаешь с человека разруху, когда ты снимаешь со всей семьи, а там есть и сумасшедшие, а там есть и люди с неадекватной психикой, а там есть очень страшные такие моменты, которые надо снять. Естественно, это все тебя выпивает. Это тебя выпивает, это тебя обескровливает. И понятное дело, что ты устаешь. Вид у тебя больной, понимаете, уставший, ужасно уставший. Каждый раз краситься, одеваться, делать прически, чтобы с вами говорить, мне кажется, глупо, согласна со мной. И вообще, мне кажется, что главное не являться вам, а что я говорю и какая от этого польза, когда я вам говорю. Сейчас я довершу свою экскурсию по храму богов. И следующий ролик уже сниму при свете и буду рассказывать о каждом атрибуте. Я не знаю, насколько будет активность духа в тот момент. Почему? Потому что не каждая камера их видит. Есть камеры, которые видят очень четко. Вот эта камера, она операторская практически, очень четкая камера. И поэтому как бы проявляет и выявляет. Есть камеры, перед которыми они могут промелькать слегка. Например, видеокамера снимает, но видеокамера снимает как горячие точки. Он отмечает вот квадратиками то, что есть. То есть видеокамера не особо видит. Вот эта камера, видите, она прям эти белые точки полностью очень чисто снимает. А видеокамера просто обозначает, что есть нечто, какая-то энергетическая зона. Но не показывает. Но иногда бывает, что такие бывают сущности активные, что даже видеокамера уже не может устоять и показывает. Сейчас я вам еще раз показываю, скажем так, небольшую часть атрибутов, которые я могу вам показать, которые, честно говоря, не лень доставать, потому что это все нужно укладывать обратно, уложить это все, закрыть это все, чтобы это не мешалось под ногами, естественно. Сами понимаете, что вот в 3 часа ночи как-то мало веселья, правда, вот это все вытаскивать. Но почему я вам это показываю? Чтобы вы поняли, что сила дается людям, которые фанатики своего дела. Вы знаете, такое чувство, что у нас есть определенный рычаг в голове. Мы говорим, что за страдания нам дают силу, за страдания нам дают то и это как бы награду. А на самом деле это не совсем так. Не за страдания нам что-то дают, а природой и богами уже изначально так сделано, что в голове человека есть определенный какой-то такой винтик, знаете, какая-то пумпочка. И чрезмерные страдания в жизни, прохождение вот все круги ада активизирует это. И вот этот рычаг переворачивается и открывается. И у человека начинается больше, усиливается то, что ему еще при рождении дали, оно усиливается. Некоторые люди говорят, что вот попал в аварию или там несчастный случай, у него открылось ясновидение и прочее. Много таких случаев, да, вы знаете, что люди после страшных катастроф, потери семьи и прочее вдруг начинают лечить людей, видеть будущее. Это не говорит о том, что несчастья открыли у них способности. Это говорит о том, что оно активизировалось просто этими несчастьями. Понимаете? Стресс, жуткий стресс пережитый, вот какой-то стряска организма, вот это шок и состояние, когда человека кидают в незнакомую сферу ему страданий, непонятно для него, который он психически должен перенести, он просто этот рычаг быстро открывает. И если он должен был к этому прийти лет 20, постепенно страдая, познавая и получая уроки, в этот момент одним махом ему открывают это, потому что настолько это бывает сильный стресс, что у него уже времени нет развиваться, открываться, у него резко открывается вот, от таких жутких страданий. Вот. Так что, друзья мои, это все моя коллекция, собранная за не один год, конечно. Здесь очень много подарено из разных стран. Здесь много отправлено мне из Африки. Есть отправленные мне из Азии, азиатских стран, из Болгарии, Румынии отправлено. Хотя в Румынии своих ведьм полно, но мне вот отправляли оттуда и в знак как бы уважения. И это все для меня бесценно. Это, наверное, более ценно для меня, чем не более, а не наверное, а так и есть. То есть она более ценна для меня, чем золото, бриллианты и прочее. Потому что это все напоминает мне о том, что
есть благодарные люди, о том, что я полезна, о том, что тот труд и те силы, которые я вкладывала в свои работы, они дали результат. То есть они не напрасно были мои все страдания, усталость и болезни, которые я переносила людские через себя и прочее, прочее. Итак, друзья мои, пока этот ролик будет грузиться, я сниму при свете, покажу. А пока на этом, я думаю, что достаточно. Всех благ вам и удачи.